Так, друзьям рыбакам посвящается. Хочу показать подставки для рыбалки. Новые, которые только-только вышли. Эти подставки сделаны одним моим товарищем. Делает он их, ну понятно, вот эти все штучки в 3D. И почему хочу показать? Потому что может кому даст идею. И заодно это будет полезно тем, кто ловит на море, на океане, на пляжу. То есть вот такие подставки, это сделаны именно для этого. Давайте возьмем одну и хорошо, внимательно ее рассмотрим. Значит, эти подставки сделаны из алюминия. Они легкие, то есть в машине их возить, то очень легкие. И в конечном итоге вот здесь вот длина их получается около 85 сантиметров. То есть они умещаются в машине в багажник и не занимают места, эти подставки для рыбалки. Теперь алюминий довольно толстый, где-то около 3,5 миллиметров толщина вот этого уголка. Это хороший алюминий. Значит, почему я говорю, что это в основном для морской рыбалки? Для морской рыбалки, когда мы ловим с пляжа, песок сыпчатый, нам нужно засунуть подальше эту подставку в песок, чтобы удочку не завалило, да? Плюс еще бывает подмывает волна и все остальное. И плюс вода соленая, соответственно, надо такое, почему и алюминий, чтобы не ржавело. Пластик, крепкий пластик, то есть толстый пластик такой, тоже пластик сделан хорошо очень. Здесь винт, который мы раскручиваем. И таким образом эта подставка, так как она состоит из двух частей, она начинает раскрываться. И вот становится в свою полную длину. То есть она получается уже, соответственно, мы здесь зажимаем. Можем даже так, чтобы совсем уж ее растянуть. Уже все. И зажимаем, чтобы она не складывалась. И смотрите. Теперь эта длинная часть мы сколько хочешь можем задвинуть в песок, а здесь это у нас для того, чтобы удочку поставить. Удочки, которые мы применяем на пляжу для рыбалки, очень длинные, где-то 4,5 метра. Соответственно, нам подставка надо большая. Эта подставка, к примеру, не годится, если твердая земля, но в то же время годится, если вы проколупаете какое-то отверстие в земле, и тоже можно всунуть, но чтобы не поломать, не забивать ее там молотками, ничем. Эта подставка, аккуратно надо к ней относиться, но она очень хорошая. Что у нас получается вблизи на подставке? У нас получается, смотрите, место, где вставлять удочку, где будет опираться удилище. И второе место, вот мы под наклоном ее гоняем, и второе место, удочка стоит так, и туда заброшена опора для удочки. И здесь есть специальная защелка, то есть мы удочку после того защелкиваем, чтобы она просто от ветра не упала, шатаясь от ветра, потому что на океане бывает ветер. И больше ничего. Но основная нагрузка у нас идет сюда, сюда и сюда, на это место. Эти места очень жесткие, очень такие толстые. Когда у нас клюет, в основном мы используем такие подставки, знаете, большие, железные, задвинешь их там, то все, но потом начинаешь из этого кольца, которое здесь, вынимать вверх удочку, пока его вымешь, то все, теряешь время. Здесь же так, стукнул пальцем, это открылось. Все, ты вот так вот удочку взял и погнал. Где такие приобрести подставки, можете у меня в магазине приобрести. Можете просто взять идею, посмотреть, как она сделана, сами сделать. Можете в своей стране сделать, как говорят, производство таких подставок, а это взять как идею. Потому и хотел показать, смотрите, какие хорошие рыболовные подставки. И пользуйтесь идейкой, делайте самодельные такие подставки. Или напишите, какими вы пользуетесь, может у вас свои подставки еще лучше этих. А я буду рассказывать вам на этом канале о рыбалке. Буду рассказывать о кемпинге, о рыбалке на море, на озерах и на реках. Так что подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии. Вам нравится такая вот подставка или нет? Смотрите. Супер подставка.